Соборное время, соборные люди. И мы представляем нашего следующего докладчика Устошкина Евгения Андреевича, консультирующий интегральный психолог, клинический психолог, главный редактор философско-психологического журнала «Эрос и Космос», член Президиума Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Евгений Андреевич, вам слово. Спасибо, Анна. Уважаемые участники, организаторы, слушатели Большого философского собора, посвященного теме единой культуры мышления. Для меня большая честь здесь выступать уже в 4-й раз на Большом философском соборе. Это всегда большая радость соучаствовать в этом пиршестве мудрости, идей, знаний. И моя тема сегодня она звучит следующим образом. Как стать мыслителем-визионером? Интегральный подход к трансформации мыслящего субъекта в скобках к интегральной культуре мышления. И здесь я буду расшифровывать, что же имеется в виду. Прежде всего, я хотел бы сделать введение в идею развития мышления. Способность к мышлению не статика, не то, что нам дано изначально. Это динамика, причем она возникает вследствие развития и вследствие воздействия культуры, воспитателей, языка, родителей, педагогов и так далее. И мышление, способность к мышлению формируется в результате упражнения, то есть когда мы в нем упражняемся. Вначале, чем раньше наш возраст, тем больше мы упражняемся под влиянием на опекающих фигур, воспитателей и так далее. И постепенно мы можем перейти к уровням самостоятельного мышления. И общая идея психологии развития состоит в том, что мышление является результатом, наша способность к рациональному мышлению, например, хотя рациональное мышление – это не единственная форма мышления, является результатом длительного конструирования в процессе развития, которое начинается с сенсомоторных координаций, то есть координации телесных наших различных функций. И в этом процессе происходит ассимиляция новых объектов в существующие мыслительные схемы. Дальше происходит процесс аккомодации, это знаменитые два термина Жана Пиаже, ассимиляция, аккомодация. Аккомодация – это изменение или адаптация существующих мыслительных схем под влиянием нового опыта. И постепенно происходит интериоризация нового опыта в такие ментальные схемы, мыслительные схемы, шаблоны, по которым мы осмысляем мир. И исследователями развития разнообразными выявлены стадии психического развития в целом, и в частности когнитивного развития, то есть развития способности к познаванию и мышлению. Каждая стадия образует уровневую структуру сознания мышления. Она задает вероятностный предел глубины, объема и масштабов мыслей и мыслимых объектов. То есть дело не в том, что нам нужно думать о каких-то масштабных объектах мыслительных, а нам нужно иметь прежде всего способность порождать такую мысль, которая бы охватывала эти масштабные объекты. Но есть такое высказывание из произведения Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. И все мы начинаем с таких маленьких-маленьких, коротеньких-коротеньких, пустяковых мыслей, но имеем возможность, если наше развитие происходит в среде культуры и общества, с налаженным образованием и культурой мышления, мы имеем возможность перейти от маленьких-маленьких мыслей к большим-большим, от коротеньких-коротеньких к длинным-длинным, от пустяковых к подлинно значимым мыслям. Стадия развития мышления в итоге простирается от простейших наглядно-действенных и наглядно-образных уровней мышления, которые в раннем детстве мы их осваиваем, до конкретных, основанных на ролях и правилах форм мышления, затем абстрактных, формально-логических, постформально-диалектических и, наконец, трансрациональных форм познавания уже даже. То есть здесь даже сложнее говорить о мышлении, необходимо использовать термин познавания. И созидание интегральной культуры мышления, интегральной, то есть целостной, требует осмыслить и преобразить или трансформировать саму мыслящую структуру субъекта, то есть структуру мыслящего субъекта, структуру сознания. И необходимо понимать, и здесь я хотел бы с вами обсудить, какие условия нужны для развития целостных или интегральных способов мышления у индивидуумов и целых коллективов. И далее нам необходимо обсудить, каково же определение мышления и чем оно отличается от сознания, потому что в литературе встречается идея о том, что они тождественны. На самом деле между сознанием и мышлением, а также между сознанием и речью и языком есть различия, а эти понятия не тождественны.
Понятно, что понятия можно совершенно разным образом определять. А вот здесь, в рамках данного доклада, я обращусь к традиционному понятию сознания, традиционному, то есть из духовных традиций, которые занимаются изучением внутренней природы сознания, и из современных трансперсональных исследований. И в этих исследованиях сознание понимается как чистое и на поверку безбрежное пространство, в котором возникает и проявляется мышление с его дискурсивными или концептуальными понятийными формами, мыслями, мыслеобразами. Посредством мышления сознание осмысляется. Здесь и осмысляется, и омысляется, то есть становится мыслящим. Но само сознание не ограничено одним лишь дискурсивным мышлением. Оно включает в себя элемент созерцания, присутствия, восприятия и так далее, интуитивного постижения. Поэтому нам необходимо говорить не только о культуре мышления, но и о культуре сознания. И при этом не отождествлять одно с другим, потому что есть разные методы работы с одним и с другим. И также есть синтетические методы, которые позволяют работать и с тем, и другим одновременно. И здесь несколько слов о том, что важно для любого философского подхода. То есть философия, она часто оперирует не только мыслями и мыслеобразами, но и теориями. И здесь, что такое теория, нам нужно возвратиться к первоначальному значению этого термина. То есть одно из значений древнегреческого слова «теория», «теория» буквально созерцание. И применительно к нашему докладу я хотел бы подчеркнуть этот аспект теории, что мышление создает константность ментальных форм, которые можно созерцать вместе с остальными формами. И вот эти константность ментальных форм, мыслительных форм, это некий каркас, который созерцает наше сознание. И поэтому любая теория, она может служить такой двоякой функцией. Первая функция – это наши размышления, то есть мы погружены в эти мыслеобразы по поводу конструирования вот этой вот теоретического каркаса. Но второй аспект, который подчеркивают, например, древние философы, состоит в том, что эта теория – это способ созерцания, то есть способ целостного созерцания мира, себя и своего места в мире. Далее, в интегральной философии есть интересное развлечение. Кен Вилбер в книге «Очи познания» говорит о том, что есть три ока познания. Он следует в этом за святым Бонавентурой. Око плоти, око разума и око созерцания. Око плоти – это познание, которое направлено на сенсомоторный мир, и оно открывает сенсибилию, сферу сенсорно-чувственного и воспринимаемого. То есть то, что мы воспринимаем при помощи сенсорных органов восприятия. Око разума – это рациональное познание. Оно открывает сферу ума постигаемого, интеллигибилия. И око созерцания или око духа – это сверхрациональное духовное познание, открывающееся в опыте гнозиса, сатори в японском дзен-буддизме и так далее. И это сфера трансценделия, сфера трансцендентного, сфера мистического гнозиса. И опять же, наша культура мышления, она должна включать вот эти три этажа, как минимум, а есть много еще других промежуточных этажов, и понимать этажей, и понимать различия между этими разными способами постижения. И классическая такая стандартная формулировка философии, что она занимается вопросами ока разума, рационального познания, и осмысляет сенсомоторное познание, и пытается дотянуться до ока созерцания, до сверхчувственного духовного познания. Но если практикующий философию не открывает свое созерцающее око, то ему вот этот верхний мир недоступен. Точно так же, как если мыслитель не открывает свои очи восприятия сенсомоторного познания, ему недоступны входящие данные из материальной реальности. И интеграция трех очей познания, на мой взгляд, является необходимым условием для подлинной интегральной культуры мышления. Далее рассмотрим термины познание и мышление. Познание, познавание или когниция, ну в английском языке это слово cognition, например, это более общее понятие по сравнению с термином мышление. Мышление – это часть познания, познающего аппарата. Это часть, которая познает мир посредством мыслей, мыслеобразов, логических рассуждений, интернализированной внутренней речи. Из уроков психологии развития мы знаем, что речь, она сначала экстернализирована внешне, потом она постепенно интернализируется и становится внутренним вот этим вот монологом или диалогом или полилогом различных перспектив, постепенно, которые могут дойти до высоты философского размышления. Познавание может осуществляться за счет разных элементов, не только лишь мыслительной и помыслительной активности мыслеобразов, рациональных рассуждений, логики. Например, может быть домыслительная активность, и познавание может быть основываться на домыслительной активности. Например, познавание основано на перцепции или восприятии.
или же познавание, основанное на непосредственном ощущении. То есть восприятие – это синтез ощущений, то есть то, что мы думаем, что у нас есть непосредственное восприятие, в действительности, по крайней мере, в общей психологии считается, что восприятие синтезирует множество ощущений от разных органов чувств. И также есть формы познания надмыслительной активности. И вот это познавание надмыслительной активности обретается в медитативно-созерцательных или безмолвно-молитвенных состояниях, или на трансрациональных, трансперсональных, надличностных уровнях надмышления, то есть их даже нельзя назвать мышлением, хотя мышление там тоже может присутствовать и пытаться интерпретировать результаты, но первичным становится видение или видение. И правильнее называть это прямым познаванием, сочетанием интуитивного постижения с использованием мыслительного аппарата в качестве подчиненной субструктуры. И здесь, например, может быть характерен для вот этого постижения, формы познавания, опыт продолжительного внутреннего безмолвия, ментальной тишины. Следующий аспект, который я бы хотел обсудить в связи с необходимостью выстраивать целостную и интегральную культуру мышления, это умение различать между субъектом и объектом, между мыслящим субъектом и мыслимыми объектами. В дискурсе о культуре мышления и мышлении вообще мы чаще всего мыслим в категориях мыслимых объектов, то есть объектов мысли, размышления, то, о чем мы думаем. Но часто сам мыслящий субъект от нас ускользает. И есть даже ложная идея. Якобы есть некое единое универсальное стандартное мышление, мыслящая структура субъекта универсальная для всех, которая является стандартом, которая способна мыслить мысли различного масштаба. И это часть мифа о данности, критикуемом, например, в постметафизических подходах или в подходе Кена Уилбера, Хабермаса и других мыслителей. На самом деле было выявлено в результате исследований развития, что сама мыслящая структура, субъект, который мыслит, многоуровнева и проходит стадии развития. Чтобы нам с вами добраться до текущей стадии развития, которая у нас есть сейчас, нам пришлось преодолеть множество рубежей развития, множество вех, пройти множество этапов. Доступный в данный момент уровень предопределяет пределы мысли. Чтобы расширить пределы того, о чем мы мыслим и как мы мыслим, нужно перевести не расширить не объекты, о которых мы мыслим. Это будет бесполезно, если мы не переведем саму структуру мыслящего субъекта, то есть свою собственную мыслящую структуру на более высокий уровень сложности, комплексности и глубины. Итак, что же это за уровни сложности, комплексности и глубины? Они называются структурами, стадиями развития мыслящего субъекта или мышления, или познавания. Общая траектория трансформации структуры мыслящего субъекта или структуры мыслящего сознания проходит от примитивного эгоцентрированного мышления к комплексному децентрированному мышлению. Дальше мы рассмотрим эти термины и поймем, что имеется в виду. Однако важно отметить, что в своем развитии не все люди доходят до пределов развития, до наиболее продвинутых уровней и стадий сознания и мышления. Ведь развитие не предзадано. Оно зависит от личной активности субъекта, от культурной среды и уровня развитости общества, образования, искусства и так далее. То есть все это оказывает влияние. И далее мы рассмотрим стадии уровня развития мышления. И сейчас я включу слайды со стадиями, и мы перейдем к презентации, потому что необходимо более наглядно посмотреть на эти стадии. И первая стадия развития мышления, с которой мы начинаем, это мышление сенсомоторное. Здесь мы рассматриваем стадии развития по Жану Пиаже. Это знаменитый, выдающийся гений психологии развития, который выделял эти структуры сознания или мышления, и он пытался даже рассмотреть не то, как развивается отдельный индивидуум, хотя у него это действительно получилось, а он пытался посмотреть то, как космос познает себя, как Вселенная себя познает через вот эти вот когнитивные структуры на примере человеческого вида. И первая стадия, как я уже сказал, сенсомоторное мышление, и через нее проходит обычно до 2 лет, в возрасте до 2 лет. Это примитивное, наглядно действенное мышление. Познание происходит через трогание, хватание, нюхание, пробование на вкус, слушание предметов. Здесь происходит на этой стадии развитие схемы тела, формирование константности физического объекта. То есть до этого ребенок не понимает, что предметы продолжают существовать, даже когда он их не видит. А вот здесь вот задача этой стадии, ее завершения, это сформировать эту константность.
И также вот эта идея константности объектов для нас имеет большое значение, потому что, хотя в Пиаже об этом не говорил, но константность объектов есть не только физических. Может быть развитие константности концептуальных, философских объектов. И часто бывает, что вот мы пытаемся освоить какую-то мысль сложную, и она словно бы исчезает, пока мы ее не думаем. А потом вдруг эта концептуальная система выстраивается в виде архитектурных дворцов целых философий, которые сохраняют свое постоянство. И они словно бы отражают какой-то даже платоновский мир идей. То есть они не флюктуируют и не исчезают, они остаются внутри, даже когда мы на них не смотрим. Вот. Поэтому идея константности объекта, она касается не только физического, но вот на первой стадии она касается именно лишь физического. Если развитие продолжается, и обычно оно все-таки продолжается в нашей культуре, то есть в этом есть определенные предзаданности, но если будут какие-то сложности в социуме, то, конечно же, могут быть и задержки психического развития. Но если оно продолжается, то ребенок переходит к следующей стадии, это стадия дооперационного мышления. И освоение ее проходит достаточно долго, с 2 до 7 лет. В иной терминологии называется наглядно-образным. Ребенок начинает использовать символы и образы, но все еще часто нуждается в действиях с предметами, чтобы понять их свойства и отношения. То есть он не может просто запомнить некий предмет и покрутить его в голове. Ему необходима как раз наглядность этого предмета, и он о нем может размышлять. И здесь, на этой стадии, происходит использование слов и образов для представления предметов. То есть то, без чего не может быть мыслима философия, она отчасти начинается здесь, но, конечно же, это только лишь прообразы ее. То есть это некое древнепривобытное сознание, возможно, этим тоже начинает, когда появляется способность в речи отражать предметы реальности, но пока что все еще устной речи. И такое очень примитивное здесь, на этом этапе. Для этой стадии характерна эгоцентричность, все еще не способны взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Ребенок думает, что все видят мир так же, как и он. То есть он не может посмотреть на мир вашими глазами, если вы с ним присутствуете. И это тоже важно, что есть такое философия, культура мышления, как неспособность взглянуть на ситуацию с разных точек зрения и обосновывать даже самые противоположные точки зрения. Но эта способность появляется гораздо позднее. Следующий аспект этой стадии – центрация. Здесь, на этой стадии, индивид фокусирует внимание только на одной яркой характеристике объекта или ситуации, игнорируя других. Философское размышление противостоит этому, и оно возникает на более поздних, может возникнуть на более поздних стадиях, когда мы выделяем не одну яркую характеристику объекта, ситуации, феномена, а пытаемся увидеть и ухватить его целиком, системно. И здесь же неспособность к целостному охвату ситуации. Также этой стадии характерен анимизм, магическое мышление, приписывание неодушевленным предметам человеческих чувств и намерений, проекция какого-то своего внутреннего материала вовне без знания того, что есть, что это сам, собственно, проекция. И Пиаже отмечал, что здесь также отсутствие обратимости мышления, то есть неспособность прокрутить в голове действие назад. Если вы что-то вот сделали, вы не можете отмотать назад. А вот эта способность гулять по линии времени тоже отличает выдающихся философов, и эта способность появляется гораздо позже. То есть мы уже понимаем, что у ребенка, который не прошел еще этих стадий, у него нет необходимых условий для культуры мышления, там, философского уровня, например. Но у него есть своя форма мышления, которую тоже необходимо развивать. Это мышление сказками и историями, притчами и так далее. Следующая стадия, которую может пройти ребенок, это мышление конкретными операциями с 7 до 11 лет. Может сохраниться при этом на всю жизнь. Здесь происходит размышление о конкретных ситуациях, понимание, основанное на воспроизведении ролей и правил, словесно-логическое мышление, терминологии из другой системы. Оно постепенно обретает все большую способность к абстракции, поднятию над конкретно сенсорным и ролевым миром. На этой стадии происходит постепенное исчезновение эгоцентризма, и я могу посмотреть на ситуацию глазами других людей, учителей, сверстников и так далее. Это играет большую роль, то есть перспектива второго лица. Размышления логичные, однако они ограничены только лишь конкретными физическими объектами и событиями. Появляется обратимость мышления, и возникает понимание, что измерения могут быть некоторые свойства предметов могут быть обратимы. Например, лед можно растопить и обратно заморозить. Я это могу удерживать в своем сознании, в мышлении. Происходит понимание консервации или сохранения, закона сохранения, что количество, масса и объем объекта остаются неизменным, даже если меняется его форма или внешний вид. Например, со стаканом. И здесь мы можем распространить, как это важно, чтобы пройти эту стадию, чтобы перейти на более сложные формы мышления. И мы видим, что люди с слабым, например, мышлением, они часто испытывают трудности с этими с феноменами обратимости, сохранения на абстрактном уровне.
Это начинается вот на этом более конкретном мышлении. Логическое мышление здесь появляется, способность классифицировать объекты по нескольким признакам и встраивать их в ряд. И децентрация. Умение учитывать несколько аспектов ситуации одновременно и примерять на себя чужую точку зрения. И уже отсюда, чем дальше и выше стадия, тем больше вот процесс этой децентрации человека. То есть он смотрит не исключительно из своей перспективы первого лица, начинает охватывать все больше и больше количество перспектив, ракурсов и точек зрения. И это крайне необходимо для развития культуры мышления. Но это появляется не сразу же, и необходимо пройти какой-то воспитательный процесс и процесс аккомодации, ассимиляции, чтобы прийти к этим более высоким стадиям. Следующая стадия, она уже считается стандартом рационального взрослого человека. То есть никто вас не обвинит в том, что вы недоразвиты в современном обществе, если вы владеете вот этими мышлением формальных операций. То есть это способность мыслить не о конкретных ситуациях, а мыслить или размышлять о самих мыслях. Но это не высший этап развития мысли. Здесь возникает способность к абстрактному, гипотетическому, дедуктивному мышлению, что если бы, как если бы. И поэтому возникают первые философские системы, первые измы, и даже не первые, а достаточно продвинутые, связанные с, например, с идеологиями просвещения, с какими-то богословскими системами, они тоже здесь возникают. И на самом деле вот эта стадия мышления формальными операциями, она часто считается стандартной для философствования, но, как мы увидим дальше, на самом деле это не является высшим этажом развития человеческой мысли. Что такое гипотетика и дедуктивное мышление? Это умение формулировать гипотезы, систематически их проверять в эксперименте, делать логические выводы. На этой стадии возникает способность к систематичному решению проблем, способность продумать различные возможные варианты решения задачи и их воплощать. И появляется способность рассуждать о будущем, а не о сиюминутном настоящем. Способность планировать будущее и рассматривать более долгосрочные последствия действий. Ну и, в принципе, человек может жить всю жизнь на этой рациональной стадии, и она будет ему достаточно, чтобы заниматься какими-то пределами науки, какими-то пределами размышлений, философии, какими-то пределами предпринимательства, всевозможными действиями. И, как говорят некоторые исследователи развития, полноценно на этой стадии развития находится не так уж много, не такой уж большой процент людей, особенно если говорить о гармоничном развитии человека. То есть на предыдущих стадиях, вплоть до конкретного мышления, находится где-то, может быть, 60-70% населения планеты. То есть мы понимаем, что развитие культуры мышления подразумевает развитие формальной логики, формальной рациональности. Она необходима, несмотря на то, что авангард человечества пошел дальше. Поэтому в наших схемах развития культуры мышления мы должны создавать эту поэтапную лестницу, так как подобно лестницу Якова, да, вот поэтапная лестница восхождения, но лестница Якова – это другая система, а здесь это восхождение по стадиям развития мышления. Следующие стадии мышления очень важны – это постформальные уровни мышления. По сути, это золотой стандарт высших проявлений философской мысли, как минимум начиная с XIX века, хотя и ранее были представители вот этой постформальных стадий мышления. Есть зрелое постформальное мышление и начальное. Начальное называется плюралистической стадией, плюралистическим мышлением. Ему присуще релятивизм, аперспективизм, то есть есть перспектива, способность, например, в живописи появляется способность к видению перспективы и так далее. А вот перспективизм – это отказ смотреть только лишь с одной перспективы, например, перспективы науки, и необходимость перейти к такому, например, к воззрению грибниц, когда мы с разных сторон смотрим, когда мы совершенно разные перспективы выкладываем на стол, как Чапаев картошку, и все их рассматриваем, и все они одинаково верны. Это мышление релятивизма, то есть понимание, что не может быть одной высеченной в камне истины, она всегда зависит от контекста. И постмодернизм, постмодернистское мышление, она очень значительно едет вот на этой ранней форме постформального мышления. Поэтому это действительно авангардная философия или мировоззрение, которое приводит там, и к позитивным, и к негативным моментам, но оно опирается в основном на раннюю стадию постформальных уровней. Почему? Потому что по развитию этой способности к мышлению возникает то, что называется диалектическое мышление. Кен Вилбер называет это зрелой визионерской логикой. Это мышление метапарадигматическое, способное синтезировать множество парадигм. Василий Васильевич Налимов называл это вероятностным видением и вероятностным мышлением. Это способность не видеть все как одинаково, релятивизировать, а способность, оно есть, но
поверх этого возникает способность к видению, формированию, конструированию комплексных иерархий или холархий при сохранении способности к видению горизонтальных связей. То есть и горизонтальные неиерархические элементы, и очень многоярусные иерархические системы, они оказываются удержаны вот этим мышлением единым образом, и причем удержаны в диалектике, то есть в истории развития, в конфликте противоречий, в динамике развития, которая охватывает зачастую тысячелетия человеческой истории, и некоторые мыслители даже охватывают то, что идет за пределы человеческой истории. Какие свойства у этой зрелой визионерской логики? Диалектичность, способность видеть противоречия, интегрировать противоположные точки зрения, тезис и антитезис в синтез, например, в гегелевской логике. Видеть динамику изменений. Историчность здесь, историцизм, понимание контекста эволюционной истории, понимание необходимости видеть универсалии не только как универсалии, но и то, что как они прорываются в ход истории и как история ограняет какие-то тенденции мысли. Ну, марксизм, например, зрелый марксизм, ему характерно такое вот очень четкое понимание политики мысли и ее историчности. Системность и целостность. Видение целостностей масштабных, охватывающие разные дисциплины, видение общих моментов, видение различий. Вероятностное взвешивание возможностей. Мир как вереница вероятностных событий и ветвлений, и сценарных веток в будущее и в прошлое. По Вилберу мы сейчас обсудим вот следующим моментом более подробно, что такое визионерская логика. Это термин по-английски звучит vision logic, логика видения, я перевожу как визионерская логика, будучи переводчиком 10 книг Кена Вилбера на русский язык. Это способность одновременно удерживать в уме несколько противоречивых точек зрения, систем или истин, и интегрировать их в синтез более высокого порядка, не скатываясь при этом в простой релятивизм или в жесткий абсолютизм. То есть это действительно подлинно величественная архитектоника мысли. И у этой визионерской логики есть два компонента. Визионерский компонент, компонент видения. Это холистическое, почти имагинальное воображение, то есть моментальное, как схватывание, интуитивное ухватывание комплексных паттернов и целостностей, а не просто линейное логическое рассуждение. И вот этот визионерский компонент видит большую картину сразу, одномоментно, и взаимосвязанность с системой. Ему нет необходимости последовательно что-то производить, какие-то логические рассуждения. Мыслитель, обладающий способностью к визионерской логике, моментально видит вот многоярусную мультииерархическую систему различных значений, смыслов и перспектив, которые он крутит вот в своем размышлении. И второй компонент – это логический компонент, логика. И это все еще рациональная способность, она еще не духовная, не надрациональная. Здесь все еще участвует разум, но она более продвинутая, чем формальная логика. Она оперирует способностью к метапарадигматическому синтезу, она не оперирует логикой или вот это верно, или вот это. И вот Гегель выделял различия между разумом и рассудком, вот это относится к аспекту разума. И финальный уровень мышления, или точнее надмышления или познавания, который особенно в русле русской религиозной философии и не только отечественной мысли развивался и является подлинной вершиной мысли, это надмыслительное, неопосредованное концептуально-дискурсивными методами недискурсивное трансперсональное познание. То, что Семен Людвигович Франк называл трансрациональностью. И он же говорил о том, что это живое знание, тотальный акт целостной личности, в котором познание, бытие и любовь соединены. Это схватывание сердцем. По Франку, такое измерение реальности и познания открывается и задействуется вот на этой форме надмыслительного познавания, которое одновременно включает разум и бесконечно его превосходит. Противоположности не снимаются, не разрешаются в третьем, а пребывают в вечном, живом, неслиянном, нераздельном совпадении. Это здесь можно аспект недвойственности выделить в этом. В самой глубине бытия видится недвойственное единство, соборное всеединство «я», «ты», «мы», в котором каждое «я» сохраняет свою неповторимую уникальность. И мы вот здесь видим, это высшая стадия развития мышления, но чтобы до нее дойти, необходимо пройти по ступеням, которые вот здесь вы видите на слайде. И вот подробно мы не будем касаться, потому что для нас зона ближайшего развития нашей культуры – это развитие культуры формального рационального мышления и далее после этого визионерского
логического мышления, зрелых его форм, то есть необходимо выстраивать такие вот системы лестницы. Но Уилбер, например, вслед за Шри Аурабиндом, это выдающийся мыслитель 20 века индийский, говорит о том, что вот эти трансперсональные стадии мышления или познавания, они возрастают по уровням от возвышенного и озаренного разума через интуитивный разум к надразуму и сверхразуму. Это вот такие уже трансперсональные способы постижения реальности через прямое тождество с явлением, а не через репрезентацию этого явления в мыслительных процессах. И дальше момент, что Жан Пиаже выделял такой предмет, как эпистемология развития, или он назвал это генетической эпистемологией, но имеется в виду, что эпистемология генезиса. Каждый уровень мышления интерпретируется в интегральной философии как целое миропространство, жизненный мир, структурированное по правилам той когнитивной структуры, которая его сопровождает в соучастии с онтологией. То есть, вот, например, вот каждый из этих уровней мышления формирует свой жизненный мир, миропространство, внутри которого живут индивидуумы, субъекты, там, дети, подростки, взрослые могут на многих из этих стадиях находиться, и они живут в грамматике этого мира, который, ну, если более поздние стадии могут еще понять более ранние, если они натренируются, но более ранние стадии или более низкие стадии, они не способны понять миры, более открываемые более высокими формами мышления. И здесь мы обсудим условия возникновения целостной интегральной культуры мышления. Из наличия вот этих стадий можно сделать вывод, что для возникновения целостной интегральной культуры мышления должны быть следующие условия. В аспекте эпистемологии должен быть интегральный уровень мыслящего субъекта. Интегральный, то есть тот, который оперирует хотя бы визионерским мышлением, не говоря уже о более высоких уровнях трансрациональности. И этот мыслящий субъект должен находиться в сообществе, ну, желательно, это должен, это мы говорим о программе, о проекте, который должен произойти, разумеется, это желанная реальность, находиться в сообществе других интегрально мыслящих субъектов для удовлетворения критерия взаимной верификации, потому что мысль, она подлинно сильна, когда есть вот эта соборность этой мысли и взаимная проверка. В аспекте методологии должна использоваться интегральная методология мышления и размышления и познавания. Например, анализ и синтез при помощи интегрального аквал-подхода, это подход, развиваемый Кеном Уилбером, или, например, диалектическое мышление, даже какие-то аспекты диалектического материализма или диалектического идеализма, их тоже необходимо в единую интегральную метапарадигму включать. И вот эта методология и эпистемология должны быть направлены на выявление и продумывание интегральных целостностей, то есть объектного мира целостности, которые в аспекте онтологии формируют представление о том, что реально, включая гиперобъекты космоса. И вот эта вот онтология и предонтология, на которой мы оперируем, она задает нам пределы того, она тоже задает пределы того, что мы считаем возможным и как мы можем оперировать в мире. И одна из важных функций мышления, особенно философского мышления, это расширение вот этих пределов, расширение онтологий. Но так же, как мы видим, необходимо включить сюда и аспект расширения эпистемологии и простраивания метода мысли. Важный урок из этого можно извлечь. Какой бы продуманной ни была методология мышления, без создания условий для роста и развития мыслящего субъекта, его структур уровня мышления, конституирующих аспекты эпистемологии, не может возникнуть подлинно высокая или интегральная культура мышления. Причем она должна быть коллективно развиваемой, то есть должна быть, как я уже говорил неоднократно, некое сообщество. Итак, это теория созерцания фактов, а что же можно сделать практически. И в моем докладе я хотел бы сделать несколько эскизных практических рекомендаций. Как можно способствовать развитию интегрального мышления с точки зрения интегрального подхода? Необходимо ввести практику аскез или йог мышления и познавания. То есть я намеренно здесь использовал из двух культур термины аскеза или йога. Йога имеется в виду не хатха-йога, а имеется в виду дисциплина, некая интеллектуально-духовная дисциплина в данном случае. Необходимо активно и континуально, многократно на протяжении долгого времени и с осознанностью воспроизводить практики заботы о себе и культуре мышления. Практики, которые мы дальше будем обсуждать, нужно выполнять индивидуально,
а также вводить в качестве практик образцов культурное поле. То есть недостаточно просто собираться и обсуждать какие-то вещи, необходимо вводить в культуру практики развития, которые помогут нам преодолевать противоречия и выходить на новые синтезы, и также при этом сохранять эти противоречия на тех этапах, где они необходимы. То есть это как коллективная физкультура, но только в сфере ментально-сферной культуры. И вот какие практики. Например, необходимо взаимодействовать мышлением с комплексными проблемами из активной, исследующей, осмысляющей позиции. Но комплексность должна находиться в зоне ближайшего развития, то есть на полстадии или на стадию выше того мышления, которое доступно человеку или группе. То есть нельзя давать слишком сложные задачи, но также нельзя давать слишком простые. Следующий тип практик – это психогигиена мыслительных объектов, с которыми взаимодействуешь. То есть я призываю к тому, чтобы мыслители, люди, желающие размышлять свое мышление, давали предпочтение качественным мыслительным объектам, качественным книгам, статьям, мыслям и системам. Вот сегодня, например, есть какие-то издания, публикуемые недобросовестными издательствами, которые полностью написаны искусственным интеллектом, даже без какой-то редакторской проверки. Вымышленные авторы, вымышленные смыслы. И помимо того, что имитация интеллекта, называемая искусственным интеллектом, может нам помогать, она также при текущем отсутствии целостной интегральной культуры мышления, скорее всего, будет приводить к деградации мышления, потому что мы будем воспроизводить какие-то мемы, а не порождать, не использовать позицию активного сознания, активного смысла порождения. И другой момент, необходимо применять критико-рефлексивную систему с вопросами к себе и к материалу для освоения мыслительного материала. Но это стандартный момент в высшем образовании, когда вы обсуждаете какие-то предметы размышления, вы критически крутите с разных сторон. То есть как это должно быть вот, и школьное, и высшее образование, и необходимо к этому идти. Дальше очень полезно использовать ментальные карты, такие как называемый мадмэппинг, собственноручное конспектирование, а не при помощи, опять же, имитации интеллекта, собственноручное рисование, иллюстрирование мысли, это подключение других зон мозга и способность с разных сторон ощутить исследуемый предмет. И вот, например, докладчик Большого философского собора Сергей Переслегин как-то в одном из выступлений говорил, что ему очень сильно помогает странным образом составление PowerPoint-слайдов, структурировать мысль. То есть он структурирует большие объемы мысли при помощи вот этой практики создания вот этих слайдов и презентаций. Письменные практики необходимо использовать для развития культуры и индивидуального мышления. Вежливо, ориентированно на рефлексию и поиски истинной дискуссии, письменная дискуссия в телеграм-каналах, форумах, это очень хорошо прокачивает способ мышления, если есть там культура взаимной вежливости. Вновь, несмотря и способность терпеть противоположные мысли. И также вновь и вновь формулирование своих мыслей в сообщениях, письменных работах, то есть это очень сильно оттачивает вашу мысль. Но если Чукча не писатель, а Чукча говоритель, то это, соответственно, попытка устно строго формировать речь, но конспект вы всегда можете набросать и записать, например, видео. То есть, конечно, есть разные типы людей. Важно использовать мультимедиа, разные каналы восприятия, визуальные образы, аудиальные звучания, телесные движения и ощущения для задействования разных видов множества интеллектов при размышлении о какой-то проблеме. Это идея горовского профессора психологии Говарда Гарнера о множестве интеллектов. Также еще одна практика, которая на самом деле я хотел сделать вокруг нее акцент, но я вот привел предыдущие, потому что они более конвенциональные. Но эта практика, без нее не может быть никакой мыслитель, который занимается систематическим изучением проблем бытия. Это тренировка внимания через медитацию сосредоточения. Например, в некоторых традициях называется шаматха или медитация концентрации в тибетском буддизме. Тибетский буддизм является коренной религией России на протяжении 300 лет. Это традиционная очень духовная традиция. И вот эти практики необходимо использовать, чтобы внимание научилось однонаправленно удерживать константность размышлений, чтобы оно не растекалось куда-то, не отвлекалось, а держало вот сердцевину. И при развитии вот этой способности к сосредоточению у вас может появляться способность работать с полуавтоматическими самадхи, сосредоточения и концентрации. Но также следующий момент, какие практики необходимо использовать, не только концентрироваться. Нужно сделать само мышление сознаваемым объектом, объектом осознавания, потому что мы, как люди речевые, мыслящие, мы отождествлены с мышлением. Это наш фильтр или очки, через которые мы смотрим на мир. Мы забыли, что мы надели на себя эти очки. И как это можно сделать? Есть два типа практик. Когнитивно-ментальная осознанность. Ее предлагает, например, гарвардский психолог, профессор Эллен Лангер. Это медитация mindfulness, в смысле практика mindfulness без медитации.
То есть принцип тренироваться активно замечать новое в привычном, видеть альтернативу. В каждой ситуации вы в привычном пытаетесь увидеть нечто новое, посмотреть по-новому, совершить такой рефрейминг ситуации. Но я хотел бы отдать предпочтение еще одной практике. Она более, на мой взгляд, подходит для этих задач. Это медитативно-созерцательная осознанность. И если когнитивная осознанность приводит к левополушарной активности, то медитативно-созерцательная осознанность, она тренирует, конечно, она тренирует левополушарную тоже, но в основном она направлена на правополушарную. Это очень важный момент созерцания. Лучше сочетать оба подхода, и лево, и правополушарный, но вот второй очень эффективен. И поэтому в развитии мышления помогает медитативная практика созерцания, которая понимается в общем как созерцание целостности текущего опыта, в том числе и опыта мышления с позиции как минимум свидетельствования. То есть это созерцающее исследование того, как оперирует собственный ум. Это практика схватывания чистой перцепции, если воспользоваться термином Канта, своего эмпирического «я» и эго, в данном случае с акцентом на операциях мышления. При правильном выполнении этой практики наблюдается не только свидетельствующее осознавание того, как оперирует ум, но и переключение субъекта в более широкие и утонченные состояния сознания, придающие мысли объем и глубину. Субъект одной стадии становится объектом субъекта следующей стадии в таком созерцании. То есть это принцип, который предложил Роберт Киган. Субъект одной стадии становится объектом субъекта следующей стадии. Когда вы созерцательно, целостно охватываете свой опыт, в том числе и мышление, тот субъект, с которым вы отождествлены, вы начинаете все больше и больше его видеть, освобождаться от старых способов мышления, и новая структура сознания имеет возможность к вам снизойти. И здесь эта практика, я предлагаю внедрить практику расширенного осознавания процесса мышления в субъекте, чтобы объективировать само мышление и сделать его объектом, и дать, таким образом давать место более высоким структурам мышления. Например, это может быть в качестве конкретной практики созерцательное рассредоточение, это модифицированная версия деконцентрации на умственном мыслительном поле. Лучше всего включать и целостное рассредоточение по всем полям. Вот, например, практики деконцентрации развивает еще один докладчик Большого философского собора Олег Георгиевич Бахтияров. Но вот эти практики можно адаптировать, и мы адаптировали для формы созерцательной работы, потому что они напрямую не совсем подходят именно для созерцания, подходят для других задач, но их легко адаптировать. Также можно обратиться к работе с недвойственным опытом. Например, переживанию единовкусия, опыта единовкусия субъекта и объекта. Это в Махамудре тибетского буддизма. Опять же, напоминаю, это не экзотическая религия какая-то азиатская, а это коренная российская, русская религия, присутствующая на территории России на протяжении последних 300 лет. И здесь, в этой практике работы с недвойственным состоянием, происходит исследование объектов не через их репрезентацию в уме, а через непосредственное тождество субъекта исследуемому объекту, единство субъекта и объекта, и происходит опрозрачнивание границы между субъектом и объектом. Не то, что она исчезает, но она становится прозрачной, и вы имеете более прямой доступ, в том числе и к измерению идей. Некоторые другие практики, я их просто вкратце упомяну, что необходимо работать со здоровьем мозга и организма, то есть необходимо проверять то, что там, у вас... Ой, простите, я здесь не показал вот этот слайд про медитативную практику созерцания. Это довольно важно, чтобы сосредоточиться, что медитативная практика созерцания – это практика схватывания чистой перцепции своего эмпирического «я» и ума. И вот здесь, собственно, то, что я произнес, вы можете прочитать, пока я дальше говорю. Важно следить за здоровьем, проходить медицинское обследование, диспансеризацию, работать над улучшением когнитивных функций мозга. Важно заниматься спортом, силовыми тренировками, ежедневными прогулками в солнечный день для активизации митохондрий, плюс созерцание рассвета, заката, правильное питание, здоровый сон, сбалансированный циркадный ритм. То есть все это является опорой для мышления. В нездоровом теле будет нездоровый дух. Важно общаться с носителями мысли, культуры мышления. Это может быть личное общение через видеолекции, через книги, это практики медленного чтения и так далее. Важно также выстраивать информационную экологическую среду свою собственную, то есть экологию информации, которая будет основываться на информационной психогигиене, создавать эффективные средства эффективные пространства обучения, осмысления, организовать себе доступ к источникам качественной информации, убрать доступ от источников некачественной и соединять мысль с общественно полезными действиями. Вот это вот, собственно, вся набор практик, которые необходимо делать для того, чтобы вы могли поддерживать
свое мышление, развивать его в направлении все более и более высоких уровней. И когда это делается и индивидуально, и на уровне коллективной такой соборной культуры, в рамках отдельных сообществ мысли и в рамках общества в целом, это может приводить к тому, что появляется лестница развития уровней мышления. На каждом из этих уровней могут быть свои подсообщества, которые поддерживают прохождение вот этого уровня, и при этом будет некое направленное движение ко все более продвинутым и по-настоящему целостным формам мышления, и которые будут приводить к созданию и по-настоящему целостной культуры мышления. На этом моя презентация завершается. Я вас благодарен вам за внимание. Евгений, огромная благодарность за такой замечательный доклад, который действительно очень емко раскрывает процессы мышления и сознания и разных структур. Не могли бы вы в 2-3 емких тезисах сформулировать основную идею вашего доклада? Основная идея доклада состоит в следующем, что способность человека к мышлению и познаванию не является статичной данностью, но проходит определенные, выявленные исследователями развития этапы или стадии зрелости, уровни взросления и созревания, которые задают пределы глубины, объема и масштабов мыслей и мыслимых объектов. И необходимо отличать мыслящего субъекта от мыслимых объектов. И эти стадии мы обсудили, они от простейших наглядно-образных и наглядно-действенных до конкретных, абстрактных, формально-логических, постформально-диалектических и, наконец, трансрациональных стадий. Поэтому создание интегральной культуры мышления требует сперва осмыслить и трансформировать саму мыслящую структуру мыслящего субъекта и понять, какие условия необходимы для развития целостных способов мышления у индивидуумов и целых коллективов. Это я специально одним предложением записал, просто на 3 абзаца попало. Хорошо. Ну, нам потребуется это для голосования, поэтому нужно будет немножечко сократить, но я думаю, что это будет возможно сделать чуть позже. Скажите, пожалуйста, есть ли, теперь мы переходим к соборным вопросам, есть ли у вас пределы своего мышления и какой предел мышления вы хотели бы преодолеть в этой жизни? Ну, вот пределы мышления можно рассматривать с точки зрения вот этой системы уровней мышления. У каждого из нас есть свой центр тяжести мышления. Мы там думаем конкретными ситуациями в основном, формальными ситуациями, или вот визионерско-логическое, диалектическое мышление и трансрациональное. И я бы хотел, конечно, преодолеть этот рубеж. То есть мне кажется, что исхожены тропы рационального мышления. Мне очень интересна диалектическая мысль, визионерское мышление. Однако очень я интересуюсь этой зоной ближайшего развития, к трансрациональности, к тому, что, о чем говорили выдающиеся мыслители мистики современности и древности, то есть способность более напрямую взаимодействовать с идеями космоса, с мыслями вот этого вот космического всеединства. Мгм. Второй вопрос. Как, на ваш взгляд, мышление связано с судьбой человека, и может ли единая культура мышления стать основанием общей судьбы человечества? Мышление очень серьезно предопределяет судьбу человека, потому что если у нас в этой, как в цитате из Буратино, мыслишки маленькие-маленькие, пустые-пустые, коротенькие-коротенькие, то и онтологический мир наш тоже становится маленьким-маленьким, коротеньким-коротеньким, и мы оказываемся не способны соединиться с подлинно экзистенциальными и духовными, и всеохватными смыслами, которые могут соответствовать вызовам современности. Поэтому, конечно, мышление, оно задает пределы тех объектов, с которыми мы взаимодействуем. То есть это некая авангардная линия развития, которая открывает в нашем сознании способность замечать, а что есть. И то, что есть, это не просто наглядные какие-то объекты, а это скрытые тенденции реальности, которые охватывают, как, например, в случае с гиперобъектами, огромные протяженности пространства, времени, выходящие за пределы даже умопостигаемого при помощи обычных средств.
И чем более распахнуто наше сознание и мышление, тем более богатой, многообразной, целостной может быть то миропространство, которое мы населяем. И, соответственно, чем больше людей населяет эта распахнутая способность к распахнутому мышлению, к всеохватной интегральной целостной мысли, тем более благодатным, многообразным становится мир, онтологический мир, который мы задействуем, активируем, соконструируем, в котором мы живем. И это очень важно с точки зрения культуры, потому что культура – это всегда соборность. Это соборность индивидуумов, не обязательно объединенных единой идеей, потому что соборность подразумевает, что каждый голос в этом хоре имеет свои ноты и свои перспективы, а соборность – это способность в динамике, в диалектике, творчески, даже в творческих трениях выстраивать конструктивное настоящее и будущее, при этом не забывая прошлое. Мгм. Спасибо большое. И третий вопрос. Представьте, что в 2045 году в созвездии Орион идет межпланетный собор с участием представителей инопланетного мышления. И вы делаете доклад на тему о проблемах единой культуры мышления человечества. Закончите, пожалуйста, тезис. Основная проблема единой культуры человечества – это… Основная проблема единой культуры человечества, это не, которая была в 20-21 веке на протяжении всей истории, это не видение вот этих стадий или ступеней развития мышления, это непонимание целостной иерархии развития мышления, это попытка выбить одни ступени, сказать, что они не нужны или их игнорировать, попытка игнорировать также и высшие ступени развития мышления. И решением для этого стало как раз построение вот такой вот иерархической, холархической, построенной по принципу матрешки, лестницы развития, где каждый человек имеет право находиться на том уровне, на котором находит, но также он имеет право и возможность достигать вот этих по-настоящему космоцентрических уровней развития. И дальше уже для нас в этом нашем далекой эпохе, когда мы обсуждаем это на других планетах, вот это все, для нас очень важно еще и устаканиться, стабилизироваться в трансрациональных способах познавания, потому что только они помогут нам понять себя как часть соборности всех сознающих существ во Вселенной, даже если у нас нет какого-то общего языка и форм коммуникации, потому что есть некое единое духовное начало, которое объединяет весь мир, и весь космос является живым, самотворящимся целым. Благодарю вас. То есть правильно ли я поняла? Стало интересно уточнить у вас, что все-таки развитие единой культуры мышления – это поступательный процесс, где каждая ступенька, предшествующая, она постепенно открывается. То есть, например, спонтанных выходов вдруг трансцендентальное невозможно, трансцендентное. Спонтанные выходы трансцендентные возможны, они имеют отношение не к мышлению, а к состояниям недискурсивного присутствия. Поэтому важно развивать оба крыла, это левая и правая рука. Если мы только одну качаем в спортзале, там бицуха, конечно, большая, а другая рука такая становится очень слабой. Поэтому рациональная способность и недискурсивное мышление в трансрациональности, например, по Франку, они должны, они соприсутствуют. И поэтому, с одной стороны, мышление – это поступенчатое развитие, где необходимо активировать зоны ближайшего развития у индивидуума, чтобы они диалектически двигались ко все более высоким стадиям или оставались на тех стадиях, где они находятся, если это им необходимо, или это целесообразно, или они хотят этого. То есть это такой демократизм в этом есть. Но, с другой стороны, вот эта способность к недискурсивному прямому постижению, она доступна на любом уровне мышления. Однако осмысляться она будет с точки зрения тех пределов и ограничений того мышления, той коробки в голове, которая находится, которая у человека есть. Поэтому человек может испытать трансцендентное, но начать описывать его с точки зрения чего-то очень недалекого, как, например, в случае с японскими мастерами Росси во время Второй мировой войны, которые были признаны просветленными мастерами, имеющими опыт сатори, но они оправдывали японский милитаризм и считали, что пилоты камикадзе, они обретают такой же сатори, и когда они как бы уничтожают врага во имя там, императора и так далее. То есть они имели опыт дискурсивно-трансцендентного, но они его интерпретировали с точки зрения такого узкопонятого националистического империализма. Мгм.
Ну, то есть получается, что каждый этап развития культуры единого мышления, он включает в себя все больше и больше расширение, где одним из этапов является соборное мышление. Да, соборное мышление – это проявление интегральной отечественной мысли. То есть, ну, там, в русской философии оно возник, понятно, что оно, и даже термин «соборность» невозможно перевести на другие языки, его переводят буквально так, пишут «соборность». Мгм. Хорошо, благодарю вас. Спасибо большое за доклад. Мы будем готовиться к выступлению следующего докладчика. Купно заедино, уважаемые участники, вместе заодно. Всем собор.